Виктор Леонидович, художник, о котором знали лишь немногие, исчез в 1980-х годах. В то время он был известен только в узких кругах поклонников искусства, и его работы оставались практически невидимыми на фоне более популярных коллег. Его картины, созданные в стиле сюрреализма, были пронизаны глубокой философией, но массовая публика не могла оценить их по достоинству. Когда Виктор пропал, это событие прошло незамеченным. Никто не знал, где искать творца, его студия оставалась запертой, а его близкие не могли объяснить, что могло произойти. Несмотря на отсутствие внимания к его исчезновению, в течение первых лет о Викторе Леонидовиче постепенно начали появляться слухи. Говорили, что художник мог стать жертвой несчастного случая, или же, возможно, он просто решил уйти от мира. Некоторые считали, что он отправился в духовное путешествие, чтобы найти вдохновение и вернуть свои силы. Однако ни одна из версий не приобрела популярности, и вскоре имя Леонидовича стало забываться. Прошло более 30 лет, и в общественном сознании художник остался лишь тенью. В это время другие, более яркие имена завоевали внимание зрителей, а Виктор превращался в загадку, которую никто не пытался разгадать. Вдруг однажды, в 1921 году, на выставке современного искусства в одном из крупных городов страны произошло неожиданное событие. На стенах галереи стали появляться картины, которые, по слухам, принадлежали кисти давно пропавшего художника. 8 произведений искусства, каждый из которых выглядел так, будто был создан за один миг, стали настоящим шоком для публики. Каждая картина была уникальной, но все они имели одну общую черту. Они светились в темноте, словно сами были погружены в космос. Зрители были поражены. Как мог художник, пропавший десятилетия назад, создать такие удивительные работы? Хотя его исчезновение всегда было окутано тайной, никто и не подозревал, что он когда-то вновь появится на свет. Вокруг его имени вновь начали возникать спекуляции. Некоторые говорили, что он, возможно, изучал другие планеты, перенимая их магию и энергию, чтобы создать свои новые произведения. Подобные слухи будоражили умы и сердца поклонников искусства, а также тех, кто любил мистику и загадки. Каждый день открывались новые детали, исследовались старые записи, и вскоре стало очевидно, исчезновение Виктора Леонидовича – это не просто случайность. У него была своя история, полная тайн и скрытых смыслов, которая могла бы удивить даже самых искушенных зрителей. Но прежде чем углубиться в детали его загадочного возвращения, стоит рассмотреть, как мир искусства воспринимал его исчезновение и как это повлияло на восприятие творчества Виктора. Слухи о Викторе Леонидовиче, художнике, исчезнувшем без следа, начали расползаться, как огонь по сухой траве. С течением времени их становилось все больше, и они обрастали новыми деталями. Люди шептались в кафе, на работах и на улицах, обсуждая возможные причины его пропажи. Некоторые уверяли, что видели его в далеких городах, другие же высказывали предположение о том, что он мог уйти в мироздание в поисках вдохновения. Эти истории не имели под собой никакой фактической основы, но именно они и стали основой для поразительных мифов о художнике. Вскоре начали появляться и более мистические версии. По городу распространялись слухи о том, что Виктор знал секреты Вселенной и мог общаться с высшими силами. Говорили, что он проводил ритуалы, чтобы получить доступ к новым измерениям, и именно поэтому его картины были пронизаны такой глубиной и тайной. Некоторые искали в его работах знаки и символы, что только подогревало интерес к его личности. Возникли даже домыслы о том, что он стал жертвой своего искусства, что он погрузился в мир снов и больше не мог вернуться в реальность. Местные мистики и оккультисты принимали это как знак и начали организовывать встречи для обсуждения потаенных знаний Виктора. На этих собраниях обсуждали его стиль, его технику и даже пытались интерпретировать его старые работы. Подобные разговоры привлекали внимание не только любителей искусства, но и исследователей паранормальных явлений. Окружение художника стало настоящим полем для дискуссий, где каждый хотел внести свою лепту в разгадку его исчезновения. Слухи о Викторе оставались в воздухе, создавая атмосферу таинственности. Каждая новая версия подогревала интерес к его личности, и вскоре имя Леонидовича стало ассоциироваться с загадками и тайнами. Эти спекуляции было невозможно игнорировать, так как они сочетались с фактом его отсутствия на протяжении столь долгого времени. Мастера и критики стремились обсудить его творчество, даже не имея новых работ, и это только усилило его легенду. Вокруг имени Виктора Леонидовича образовалась настоящая аура мистики. Даже когда о нем уже практически забыли, его исчезновение стало темой множества статей и обсуждений. Художник, который однажды был просто неизвестным, стал символом таинственности и непостижимости. Этим самым он завоевал новое внимание, которое, казалось, только жаждало его возвращения. Но что произошло с самим Виктором? Как он смог сохранить юность и в то же время создать такие потрясающие произведения искусства? Ответы на эти вопросы оставались за гранью понимания и невольно подталкивали к размышлениям о том, что произошло за эти долгие годы. Теперь, когда слухи о его возвращении начали обрастать новыми деталями, на горизонте замаячила новая глава его жизни, полная загадок и открытий.
Скандальное исчезновение Виктора Леонидовича стало настоящей сенсацией. В 1980-х, когда мир искусства активно развивался, его имя внезапно исчезло из радаров. Никто не ожидал, что этот талантливый, но незаслуженно обделенный вниманием художник станет причиной столь бурных обсуждений. Все началось с того, что его работы, полные абстракций и глубоких смыслов, были неожиданно заброшены. Художник, который когда-то искал свой стиль, оказался в центре мистической интриги. В день его исчезновения в студии Виктора обнаружили лишь пустоту. Все его картины были оставлены на мольбертах, а личные вещи — без следов спешки. Подобные обстоятельства вскоре породили множество слухов. Среди знакомых художника начали ходить разговоры о том, что он мог стать жертвой мистических сил. Говорили, что Виктор однажды провел ритуал, который открыл ему двери в другие измерения, и, возможно, именно там он и остался. Некоторые утверждали, что он потратил годы, исследуя мир за пределами привычной реальности. Это только разжигало интерес к нему и его творчеству, несмотря на его отсутствие. С каждым годом вокруг исчезновения Виктора Леонидовича возникали все более громкие спекуляции. Художник стал объектом обсуждений на встречах, где собирались местные мистики, желая разгадать тайну его пропажи. Они обсуждали его картины, стараясь найти в них знаки и символы, которые могли бы объяснить его исчезновение. В сети стали появляться истории о странных видениях и откровениях, исходящих от людей, которые утверждали, что им довелось встретиться с Виктором в его мистических путешествиях. Слухи достигли пика популярности, когда один из критиков заявил, что Виктор, возможно, не просто исчез, а стал жертвой своего собственного дара. Эта версия привлекла внимание не только поклонников искусства, но и исследователей паранормальных явлений. Вскоре о его исчезновении начали писать в популярных журналах, и это способствовало его превращению в легенду. Каждый хотел узнать, как мог художник, который не пользовался большой популярностью, стать такой загадкой. Спустя 30 лет, когда о Викторе уже почти забыли, его имя вновь стало на слуху. Интерес к его личности и творчеству возродился, когда начали появляться слухи о новых картинах, которые, как утверждали, были созданы именно им. Люди вели себя так, будто ждали его возвращения, и это ожидание накаляло атмосферу. Каждое упоминание о нем вызывало волнение, и вскоре слухи о его возвращении стали столь же популярными, как и сама его история. Художник, исчезнувший много лет назад, снова забрался на вершину обсуждений, став символом таинственности и непостижимости. Теперь внимание публики было сосредоточено на том, что же произошло с Виктором за эти долгие годы, как он смог создать свои новые произведения искусства, оставаясь при этом в том же возрасте. Эти вопросы терзали умы и будили интерес к его возвращению, когда казалось, что тени прошлого вот-вот будут развеяны. Каждый новый слух о нем подогревал интригу, а люди гадали, какие тайны скрывает его удивительное возвращение. Вскоре стало ясно, что кто-то, однажды ставший объектом мистических спекуляций, теперь вновь готов поразить мир своим искусством. В темное время, когда мир искусства уже начал забывать о Викторе Леонидовиче, в его жизни происходило нечто удивительное. Пропажа художника стала настоящей мистической загадкой. Никто не знал, где он находился и что с ним произошло. Студия Виктора пустовала, в ней царила тишина, а его недописанные полотна оставались на мольбертах, словно замерли в ожидании своего создателя. Друзья и знакомые недоумевали, как так вышло, что человек с таким талантом мог исчезнуть без следа. Спустя какое-то время, когда слухи о его исчезновении начали затихать, в его родном городе стали происходить странные события. Люди сообщали о видениях и необычных ощущениях в тех местах, где Виктор когда-то работал. Некоторые утверждали, что в его старой студии по ночам появлялся свет, а другие слышали шепоты, которые будто исходили из картин. Эти слухи стали основой для новых разговоров, и вскоре Виктора вновь вспомнили как мистического художника, оставившего загадку. С каждым годом интерес к Виктору только усиливался. Местные оккультисты и мистики собирались на вечера, где обсуждали его картины, искали в них скрытые значения и символы. Они говорили о том, что художник мог стать жертвой своих собственных устремлений, погрузившись в мир, где время и пространство не имеют значения. Эти обсуждения привлекали не только любителей искусства, но и тех, кто интересовался паранормальными явлениями. Выдающиеся критики, которые когда-то не замечали Виктора, теперь брали его творчество на карандаш, а его исчезновение стало завораживающей темой для множества статей. Слухи о Викторе достигли своего пика, когда один из крупных художественных журналов разместил материал, в котором утверждалось, что он мог быть жертвой своего дара. Это привлекло внимание как поклонников искусства, так и исследователей, и вскоре имя Леонидовича вновь стало популярным. Каждый искал ответ на вопрос, что же произошло с художником за эти долгие годы. На фоне этого интереса в художественных кругах стали организовываться выставки, посвященные Виктору. Хотя его новые работы не появлялись, старые картины, полные загадок и тайн, стали настоящим хитом.
На таких выставках зрители пытались найти в них намеки на то, что могло произойти с художником и что он мог пережить в своем исчезновении. И несмотря на отсутствие новых произведений, его имя продолжало ассоциироваться с мистикой и необычными явлениями. Мощный поток спекуляций о том, что Виктор мог иметь доступ к знаниям, недоступным обычным людям, привлекал внимание даже тех, кто никогда не интересовался искусством. Каждый новый слух о его жизни и творчестве подогревал интерес, и вскоре Виктор стал не просто художником, а настоящей легендой, окутанной тайной. И вот, после 30 лет молчания, мир искусства вновь заговорил о Викторе Леонидовиче. Слухи о его возвращении начали распространяться, вызывая волнение среди поклонников и критиков. Каждый хотел узнать, где он был все эти годы и что он принесет с собой. Этот период ожидания создал напряжение, которое непременно должно было привести к разрешению загадки. Но прежде чем мы перейдем к его возвращению, стоит углубиться в детали, которые привели к его удивительному появлению на художественной арене спустя столько лет. Спустя более 30 лет молчания Виктор Леонидович вернулся в мир искусства, и его появление стало настоящим событием. Вскоре после его исчезновения множество слухов обросло вокруг его имени и работ, но теперь, когда он вновь предстал перед публикой, эти истории начали обретать новые, неожиданные оттенки. С первой минуты его возвращения все вокруг наполнялось таинственностью, которая словно сама тянула людей к его творчеству. Слухи о его возвращении начали расти, когда в крупных галереях страны стали обсуждать его новые работы. По всей стране разлетелись сообщения о том, что художник, пропавший в 1980-х, снова стал активным. Некоторые утверждали, что его новые картины будто пронизаны светом и теплом, а другие говорили, что их взгляды словно погружают в бездну космоса. Это создало настоящий фурор в художественных кругах. Пресса заполонила заголовки, а интернет наполнился обсуждениями о загадочном художнике. Первые выставки его новых работ стали настоящим испытанием для зрителей. Люди приходили в галереи с предвкушением, жаждя увидеть, как изменился Виктор. На выставках толпились зрители, обсуждая каждую деталь новых картин. Каждое полотно — новое открытие. Даже те, кто не был знаком с его ранними работами, ощущали мощную энергетику, исходящую от картин. Эта энергия напоминала о далеких звездах и необъятных галактиках. Находясь в темноте, картины, казалось, оживали, излучая свет, будто сами были живыми существами. Слухи о том, что Виктор провел годы в путешествиях по другим мирам, начали обрастать новыми деталями. Его картины выглядели как отражение других измерений, и зрители не могли отвести глаз от их магнетического света. Некоторые утверждали, что они видели в его работах не только красоту, но и послания, которые художник передал из своих странствий. Словно каждая деталь была создана не только для восприятия, но и для глубокого анализа. Каждое открытие новой картины становилось поводом для обсуждения в художественном сообществе. Критики старались найти в его работах связи с его прошлым, и хотя многие из них были далеки от истины, интерес только рос. Люди искали в его картинах магические символы, даже развернув настоящие дискуссии о том, что эти произведения могут означать. Они задавались вопросом, как художник смог создать такие удивительные работы, оставаясь в том же возрасте, в котором исчез. На фоне всех этих спекуляций стали появляться неожиданные истории о том, что с Виктором происходило во время его отсутствия. Некоторые утверждали, что он на самом деле общался с инопланетянами, другие же говорили о том, что он испытал нечто паранормальное, что дало ему возможность создать такие работы. Эти слухи, хоть и были далеки от реальности, подогревали интерес публики и привлекали внимание даже тех, кто никогда не интересовался искусством. Каждый новый факт о его жизни становился темой для обсуждений и дальнейших спекуляций. С каждым днем интерес к Виктору растет, и мир искусства снова оказался на пороге раскрытия великой тайны. Слухи и спекуляции о его жизни и творчестве только увеличивались, и вскоре стало ясно, за его загадочным исчезновением и столь же загадочным возвращением стоит нечто большее, чем просто художественный талант. На горизонте замаячила новая эпоха для искусства, и Виктор Леонидович был в центре этого вихря, готовый раскрыть свои тайны и показать миру свои скрытые вселенные. С открытием новой серии картин Виктора Леонидовича мир искусства вновь оказался на перепутье. Ожидание зрителей достигало пика, когда в галерее открылся первый показ его работ после столь долгого отсутствия. На стенах выставочного пространства появились картины, каждая из которых словно звезда на ночном небосводе, привлекая внимание своей яркостью и необычностью. Публика собиралась в огромных количествах, и атмосфера в зале была наполнена электричеством. Кто-то шептался, кто-то пытался запечатлеть момент на камеру, а кто-то, казалось, просто терялся в созерцании. Первая работа, которая привлекла всеобщее внимание, изображала сложную планетарную систему с множеством ярких акцентов и сияющих деталей. Как только света в зале становились меньше, картина начинала светиться, словно была погружена в магию космоса. Эта особенность вызвала у зрителей настоящую бурю эмоций. Люди не могли сдержать восторженных возгласов, и в зале раздавались аплодисменты.
Каждый желал понять, как такие работы могли появиться из-под кисти художника, который пропал на столько лет. Слухи о том, что Виктор за время своего отсутствия обрел нечто большее, чем просто опыт, вновь начали оживать. Некоторые утверждали, что в его работах можно увидеть не только красоту, но и искаженную реальность, которую он познал, путешествуя по другим измерениям. Это создало настоящую волну интереса и спекуляций. Критики начали делиться мнениями о том, что каждая картина Кадьё — это не просто произведение искусства, а глубокое послание о том, что он видел в своих странствиях. На открытии выставки Виктор лично присутствовал, и его загадочная аура только усиливала интерес к его работам. Он общался с публикой, делился историями о процессе создания своих картин, но оставлял множество вопросов без ответов, что лишь подогревало интригу. Никто не мог понять, как ему удалось сохранить молодость, как будто время не имело власти над ним, и эти разговоры только добавляли мистики его образу. Его уверенность и спокойствие, с которыми он говорил о своих работах, разжигали любопытство и желание узнать больше о том, что скрывается за его калейдоскопом образов. Каждая новая картина на выставке становилась объектом пристального изучения. На них можно было увидеть галактики, кометы и звезды, представленные в удивительных детализированных формах. Зрители пытались найти в них знаки и символы, которые могли бы объяснить то, что происходило с художником за эти долгие годы. Каждый элемент картины, каждый оттенок цвета был проанализирован и обсужден, что придавало дополнительную ценность работам Виктора. В последующие дни выставка привлекала все больше людей, и каждый желал не только увидеть картины, но и испытать ту магию, которую они излучали в темноте. Разговоры о его новых работах быстро разлетелись по всему городу, и вскоре публика ждала, что Виктор представит еще больше своих произведений. Критики начали писать о том, что его картины могут изменить восприятие искусства в целом, и это подчеркивало значение его возвращения. Каждая работа становилась не просто частью выставки, но символом новой эпохи. Искусство Виктора вновь стало темой обсуждений в художественном мире и за его пределами. Вернувшись после столь долгого отсутствия, он вновь занял свое место среди великих мастеров, став центром внимания. Но, несмотря на все восхищения и восторги, оставался вопрос, что же на самом деле произошло с художником в те годы, когда он исчез из мира искусства. Тайны его создания картин только усиливали это восхищение, и вскоре все взгляды были устремлены на Виктора, ожидая новых открытий и ответов. Первая встреча с новой серией картин Виктора Леонидовича, названной «Скрытые вселенные», поразила зрителей до глубины души. В галереях, где когда-то проходили выставки его старых работ, теперь царила атмосфера ожидания и волнения. Художник, вернувшийся через столько лет, не только сохранил свой талант, но и привнес в свое искусство нечто совершенно новое. Первые картины, которые были представлены, сразу же привлекали внимание публики. Их изображение звездных систем и неопознанных галактик завораживало, а свет, исходящий от полотен в темноте, вызывал настоящее восхищение. С каждой новой картиной зрители погружались в атмосферу космоса. Первоначальные ощущения от работ были почти магическими. Люди, собравшиеся на открытии выставки, не просто смотрели на картины, они ощущали, как будто сами становились частью этих удивительных миров. В момент, когда гасили свет, картины начинали светиться, словно сами были полны жизни. Это привело к эффекту, когда каждый зритель мог видеть не только изображение, но и отраженные в нем эмоции и чувства. На лицах зрителей можно было заметить удивление и восторг, когда они осознавали, что так давно ждали этого момента. Первая работа, представленная на выставке, изображала яркую планетарную систему с множеством звезд и планет, которые, казалось, были запечатлены в момент их рождения. Уникальные цвета и детали, прорабатываемые художником до мелочей, создавали ощущение глубины, которое притягивало взгляды и не отпускало их. Каждое движение вокруг картины заставляло зрителей чувствовать себя частью этой вселенной, и они восхищались тем, как Виктор сумел запечатлеть моменты, недоступные человеческому восприятию. Каждая новая выставка становилась событием. Зрители приходили не только, чтобы полюбоваться картинами, но и чтобы пообщаться с Виктором и узнать о его новом видении искусства. Он делился своим процессом создания, и каждый его ответ порождал еще больше вопросов. Как он создал эти картины? Как ему удалось сохранить юность, словно время не имело над ним власти? Эти вопросы только подогревали интерес к его личности. В последующие дни выставка привлекала все больше людей, а сама галерея превратилась в центр обсуждений и спекуляций. Критики начали активно комментировать его работы, стараясь найти в них связи с его прошлым, и предполагали, что каждая картина могла рассказать свою историю. Вскоре о Викторе не говорили просто как о художнике. Его имя стало символом нового подхода к искусству, который сочетал в себе элементы науки и мистики. Слухи о том, что Виктор провел долгие годы, исследуя параллельные реальности, вновь начали обрастать деталями. Люди уверяли, что в его работах заключены послания из далеких миров, и это только подчеркивало их загадочность. Каждый новый зритель стремился открыть для себя что-то новое, погрузиться в глубины картин и попытаться разгадать их тайны.
После открытия выставки Виктор продолжал работать над новыми произведениями, и его возвращение в мир искусства стало настоящей сенсацией. Его картины не только захватывали дух, но и вдохновляли других художников на эксперименты. С каждым новым событием интерес к его творчеству лишь возрастал, а галереи были готовы организовывать новые выставки, чтобы поделиться с миром его уникальными творениями. С каждым днем его работы становились объектом изучения, и в художественном мире развернулась настоящая борьба за понимание его искусства. Критики и поклонники искусства искали скрытые значения, пытались разгадать тайны, которые Виктор оставлял между строк. Это создало настоящую волну интереса и спекуляций, и вскоре все взгляды были устремлены на него. Человека, который остался неизменным, словно время не имело над ним власти, и который был готов поделиться с миром своими скрытыми вселенными, полными загадок и света. Вокруг новых работ Виктора Леонидовича, созданных им после долгих лет отсутствия, разгорелась настоящая буря. Как только выставка «Скрытые вселенные» была открыта, публика начала осознавать, что эти картины не просто произведения искусства, а нечто большее. Каждое полотно оживало при свете, и казалось, что они излучают не только свет, но и тепло, которое заполняло пространство. В темноте картины обретали жизнь, и зрители погружались в мир, который они никогда не видели. Первая работа, представленная на выставке, была настоящим шедевром. Планетарная система с яркими звездами, которые будто светились изнутри. Когда в зале выключали свет, зрители ловили дыхание, наблюдая, как картина оживала, словно сама была частью Вселенной. Этот эффект потрясал, и многие зрители не могли сдержать восторга. Они смотрели на детали, и каждый элемент картины вызывал целый спектр эмоций. Волнение переполняло зал, и даже те, кто не был знаком с ранними работами художника, чувствовали мощь его таланта. Слухи о том, что Виктор на самом деле обрел доступ к другим мирам, стали неотъемлемой частью обсуждений. Каждый зритель стремился понять, как художник смог создать такие великолепные работы и при этом остаться в том же возрасте. Завораживающие оттенки и детали его картин вдохновляли зрителей и критиков, порождая бесконечные спекуляции. Художник общался с публикой, делая акцент на своем творческом процессе, но так и не раскрывал всех секретов. Его уверенность и загадочность лишь подогревали интерес. С каждым днем внимание к выставке возрастало, а вокруг имени Виктора вновь возникала аура таинственности. Люди приходили не только за искусством, но и за тем, чтобы стать частью этого удивительного опыта. Каждый новый зритель делился своими ощущениями с другими, и это создавало эффект многослойности, который обогащал восприятие его работ. Критики начали публиковать статьи, в которых пытались проанализировать каждую деталь и найти скрытые значения. Некоторые утверждали, что картины содержат послания из других измерений, которые Виктор запечатлел в своих работах. Одна из картин изображала галактику с извивающимися формами, которые, казалось, двигались под взглядом наблюдателей. Это создало эффект, будто зрители становились свидетелями чего-то, что происходило на самом деле. Каждый элемент картины был проработан до мелочей, что позволяло людям погружаться в эти уникальные миры. Вскоре выставка стала центральным событием в мире искусства. Группы людей приходили, чтобы увидеть эти произведения и испытать магию, которую они излучали. Каждый, кто входил в галерею, ощущал себя частью чего-то большего, чем просто искусство. Это было не просто зрелище, это было откровение. Критики начали сравнивать работы Виктора с произведениями мастеров, которые исследовали космос и неизведанные миры, и вскоре его имя вновь стало на слуху. Слухи о его жизни в других измерениях продолжали обрастать деталями, заставляя людей задаваться вопросами о том, как он смог создать такие картины. Связи с научными открытиями становились основой для новых обсуждений. Каждый новый факт о его жизни укреплял его статус загадочного художника. Его возвращение стало не только событием для поклонников искусства, но и темой для обсуждений на уровне научных кругов. Таким образом, Виктор Леонидович вновь стал в центре внимания. Его работы вызывали бурные обсуждения и спекуляции. Его картины, исполненные света и энергии, пробуждали в людях желание искать ответы на вопросы, которые возникали при их созерцании. Каждая выставка становилась триумфом, и зрители понимали, что искусство Виктора не просто отражает красоту, но и открывает дверь в мир неизведанного. Отголоски его путешествия продолжали витать в воздухе, вызывая интерес и вдохновляя многих на новые открытия. Тайны создания удивительных работ Виктора Леонидовича привлекали внимание не только поклонников искусства, но и исследователей, стремящихся разгадать его загадочное возвращение. Его новые картины, созданные после столь долгого отсутствия, стали настоящими сенсациями. Каждое полотно из его серии «Скрытые вселенные» обретало необычный свет и тепло, когда зрители смотрели на них в темноте, и это вызывало небывалый интерес к процессу их создания. В первую очередь зрителей поразила техника, с помощью которой Виктор добился эффекта светящихся картин. Говорили, что он использовал специальные пигменты, которые реагировали на свет и теплоту, но сама концепция технологии создания его работ оставалась загадкой. Художник делился некоторыми аспектами своего процесса, но сохранял множество тайн. Например, он никогда не раскрывал, откуда взял вдохновение для своих новых тем.
о планетарных системах и галактиках, которые он изображал на полотнах. На открытии выставки Виктор рассказал, что во время своего отсутствия он проводил время в размышлениях о природе Вселенной и о том, как она могла бы выглядеть. Он утверждал, что видел миры, которые не подвластны человеческому восприятию, и эти видения вдохновили его на создание новых работ. Одним из самых обсуждаемых аспектов его творчества стало то, что каждое полотно, по его словам, отражало не только его личный опыт, но и более глубокие истины о времени и пространстве. Постепенно зрители начали осознавать, что картины Виктора не были просто отражением его художественного взгляда. Они становились порталом в другие миры, которые он пережил. Особую интригу вызывало то, что на выставке можно было наблюдать, как его работы постепенно менялись в зависимости от угла зрения. Даже самые незначительные изменения в освещении придавали полотнам новые оттенки и измерения, открывая новые детали, которые ранее оставались скрытыми. Некоторые критики предполагали, что Виктор мог использовать древние техники, которые были утеряны или забыты с течением времени. Они указывали на то, что некоторые элементы его работ явно перекликались с технологиями, известными в древних культурах. Это привело к множеству спекуляций о том, как он мог соединить свои современные знания с древними практиками, чтобы создать такие уникальные картины. Вдобавок к этому публика интересовалась, как Виктор мог сохранять свою физическую форму, оставаясь в том же возрасте, в котором он пропал. Эти вопросы только подогревали интерес к его личности и его творчеству. Каждый новый день выставки становился событием, а обсуждения вокруг его картин только усиливались. Люди делились своими впечатлениями, создавая атмосферу настоящего художественного шторма. Виктор охотно общался с публикой, и его харизма привлекала тысячи зрителей. На открытии выставки он сообщил, что каждая картина была процессом самовыражения, который продолжался на протяжении всех его путешествий. Он описывал, как каждая деталь возникала в его сознании, когда он погружался в размышления о том, как выглядит Вселенная и как она может быть интерпретирована через искусство. Эти откровения создавали ауру мистики вокруг его работ. Каждое взаимодействие с зрителями становилось моментом, когда художник открывал новые грани своего творчества. Люди приходили не только за тем, чтобы увидеть картины, но и чтобы пообщаться с самими произведениями, разговаривать с ними. Эта необычная связь между художником и зрителями только увеличивала интерес к его работам и к процессу их создания. В результате выставка «Скрытые вселенные» не просто возродила интерес к Виктору Леонидовичу, но и привела к формированию нового подхода к восприятию искусства. Все больше людей начали рассматривать картины не как простые изображения, а как окна в другие миры. Каждый зритель стремился понять, что именно Виктор пытался донести до них через свои работы, и этот процесс самопознания стал неотъемлемой частью взаимодействия с его искусством. Тайны создания его произведений продолжали будоражить умы и сердца, оставляя зрителей в ожидании новых открытий. Вопросы о времени и пространстве, возникшие вокруг возвращения Виктора Леонидовича, стали основой для множества обсуждений и спекуляций. В течение первых дней после открытия выставки «Скрытые вселенные» зрители и критики пытались понять, как художник, исчезнувший на протяжении более 30 лет, сохраняет юность и творческий потенциал. Слухи о том, что он взаимодействовал с неопознанными силами или даже путешествовал во времени, быстро распространились среди публики. Многие задавались вопросом, как ему удалось создать такие потрясающие картины, которые не только светятся в темноте, но и вызывают ощущение тепла и близости к космосу. Друзья и коллеги, которые знали Виктора до его исчезновения, были поражены его новыми работами. Они не могли поверить, что художник, о котором они так давно не слышали, вновь стал центром внимания, да еще и с такими удивительными произведениями. Каждый из них пытался восстановить связи, восстановить утраченные годы общения с художником. Но среди них не было никого, кто мог бы объяснить, что произошло с Виктором на протяжении всех этих лет. Даже его старые знакомые не могли объяснить, как он сохранил тот же возраст, когда на протяжении столь долгого времени отсутствовал. Одним из самых обсуждаемых аспектов выставки были сами картины. Каждое полотно представляло собой уникальную планетарную систему, полную ярких звезд и невероятных галактик. Слухи о том, что Виктор использовал какие-то древние техники или особые пигменты, быстро обросли подробностями. Критики начали искать информацию о том, как художник мог создать эффект светящихся картин, разгадывая секреты его мастерства. Говорили, что они могли бы быть результатом нового подхода к материалам, но никто не мог точно утверждать, что именно он использовал. Некоторые эксперты предполагали, что Виктор мог изучать астрономию или даже физику во время своего отсутствия. Говорили о том, что его картины могли бы быть отражением его глубоких исследований в области космоса. Обсуждения о его работах привлекали внимание не только любителей искусства, но и ученых, которые старались связать искусство и науку в его творчестве. Это создало настоящую волну интереса к его личности и к тому, что произошло с ним за эти годы. Зрители, приходившие на выставку, приходили не только для того, чтобы увидеть картины, но и чтобы ощутить эту необычную атмосферу, которую они создавали.
Предметы искусства, которые светились в темноте, вызывали у людей удивление и восторг. Каждый новый взгляд на картину открывал новые детали, которые ранее оставались незамеченными. Некоторые зрители описывали свои ощущения как путешествие в космос, где время и пространство теряли свои привычные значения. Вокруг Виктора вновь начали возникать мифы. К некоторым из них добавились новые детали, основанные на предположениях о том, что он мог взаимодействовать с высшими силами или даже получать вдохновение из других измерений. Легенды о художнике, который мог видеть то, что скрыто от обычного человеческого восприятия, стали частью обсуждений, которые происходили как в галереях, так и в кафе. Каждый новый разговор о Викторе оказывался наполнен загадками и интригами. Тем временем Виктор продолжал работать над новыми картинами, и каждое его новое произведение становилось темой для обсуждений. Люди стремились узнать, как он смог создать такое искусство, когда весь мир считал его пропавшим. Каждый новый слух только подогревал интерес, и вскоре Виктор стал не только художником, но и объектом исследования как в мире искусства, так и в научных кругах. Каждый шаг, каждый ответ художника вызывал целую волну эмоций и вопросов. С каждым днем выставка привлекала все больше зрителей, и интерес к Виктору рос. Люди обсуждали не только его работы, но и тайны, которыми они были окружены. Это создавало атмосферу ожидания и загадочности, в которой каждый желал быть частью чего-то большего. И хотя оставалось много вопросов о том, как Виктор смог создать свои новые произведения искусства, одно было очевидно. Его возвращение стало событием, которое перевернуло представление о времени, пространстве и искусстве. Реакция публики на новое искусство Виктора Леонидовича была настоящим фурором. Как только выставка «Скрытые вселенные» открыла свои двери, в галерее возникла атмосфера ожидания и волнения. Зрители, жаждущие увидеть работы художника, пропавшего более 30 лет назад, собирались в огромных количествах. Они шептались, обсуждая, что же могло произойти с Виктором за столь долгий срок и как ему удалось создать такие удивительные картины, которые светятся в темноте и излучают тепло. Первая картина, которая была представлена на выставке, заворожила публику. Она изображала сложную планетарную систему, полную ярких звезд и извивающихся галактик. Когда свет в галерее гасли, картина начинала светиться, словно сама была частью космоса. Зрители не могли сдержать восторженных возгласов, когда они осознали, что Виктор, несмотря на отсутствие, создал нечто, способное завораживать и объединять людей. Каждый элемент картины был проработан до мелочей, что создавало эффект глубины, притягивающий взгляды зрителей. Слухи о том, что Виктор мог взаимодействовать с высшими силами или побывать в других измерениях, начали активно циркулировать среди толпы. Каждый желал понять, как художник смог создать такие картины, оставаясь в том же возрасте, в котором исчез. Эти вопросы будоражили умы и заставляли людей обмениваться мнениями о том, что могло произойти с Виктором во время его отсутствия. Некоторые даже утверждали, что его работы содержат послания из других миров, и эта идея только подогревала интерес к его творчеству. В скором времени выставка стала центральным событием в художественном мире. Критики начали писать статьи, анализируя каждую деталь его работ. Они старались найти связи между его новыми картинами и теми, что он создавал до своего исчезновения. Одни относили его творчество к современному искусству, другие же искали в нем элементы классической техники. Однако все сходились на одном. Работы Виктора были уникальны и неожиданны. С каждым днем количество посетителей росло, и вскоре выставка стала местом, где собирались не только поклонники искусства, но и любители загадок. Люди приходили не только для того, чтобы увидеть картины, но и ощутить ту магию, которую они излучали. Каждый зритель стремился погрузиться в мир, который Виктор создал, и это было не просто искусство, это было откровение. Однажды на выставке произошел неожиданный инцидент. Одна из посетительниц, стоя возле картины, внезапно упала в обморок. В толпе начали раздаваться шепоты и вопросы, что произошло. Некоторые утверждали, что это произошло из-за сильной энергетики картины. Необъяснимые события только подогревали интерес к художнику и его работам. Люди обсуждали, что Виктор, возможно, мог создать нечто большее, чем просто искусство. Обсуждения о его работах становились все более энергичными, и вскоре вокруг его имени снова начала возникать аура таинственности. Кроме того, на выставке можно было заметить, что некоторые посетители проводили много времени, изучая каждую деталь картин. Они пытались понять, что именно пытался донести Виктор через свои работы. Каждое новое открытие становилось темой для обсуждений в художественных кругах. Критики и любители искусства искали скрытые значения и символику, пытаясь разгадать тайны, которые скрывались в его картинах. В результате выставка «Скрытые вселенные» не просто возродила интерес к Виктору Леонидовичу, но и привела к формированию новой культуры восприятия искусства. Люди начали видеть в его картинах не только изображения, но и возможность заглянуть в другие миры. Каждый новый зритель стремился открыть для себя нечто большее, чем просто художественное произведение. И хотя оставалось множество вопросов о том, что произошло с Виктором за его долгие годы отсутствия, его возвращение стало настоящим триумфом, который перевернул представление о времени, пространстве и искусстве.
Вопросы о времени и пространстве, возникшие вокруг возвращения Виктора Леонидовича, стали основой для множества обсуждений и спекуляций. В течение первых дней после открытия выставки «Скрытые вселенные» зрители и критики пытались понять, как художник, исчезнувший на протяжении более 30 лет, сохраняет юность и творческий потенциал. Слухи о том, что он взаимодействовал с неопознанными силами или даже путешествовал во времени, быстро распространились среди публики. Многие задавались вопросом, как ему удалось создать такие потрясающие картины, которые не только светятся в темноте, но и вызывают ощущение тепла и близости к космосу. Друзья и коллеги, которые знали Виктора до его исчезновения, были поражены его новыми работами. Они не могли поверить, что художник, о котором они так давно не слышали, вновь стал центром внимания, да еще и с такими удивительными произведениями. Каждый из них пытался восстановить связи, восстановить утраченные годы общения с художником, но среди них не было никого, кто мог бы объяснить, что произошло с Виктором на протяжении всех этих лет. Даже его старые знакомые не могли объяснить, как он сохранил тот же возраст, когда на протяжении столь долгого времени отсутствовал. Одним из самых обсуждаемых аспектов выставки были сами картины. Каждое полотно представляло собой уникальную планетарную систему, полную ярких звезд и невероятных галактик. Слухи о том, что Виктор использовал какие-то древние техники или особые пигменты, быстро обросли подробностями. Критики начали искать информацию о том, как художник мог создать эффект светящихся картин, разгадывая секреты его мастерства. Говорили, что они могли бы быть результатом нового подхода к материалам, но никто не мог точно утверждать, что именно он использовал. Некоторые эксперты предполагали, что Виктор мог изучать астрономию или даже физику во время своего отсутствия. Говорили о том, что его картины могли бы быть отражением его глубоких исследований в области космоса. Обсуждения о его работах привлекали внимание не только любителей искусства, но и ученых, которые старались связать искусство и науку в его творчестве. Это создало настоящую волну интереса к его личности и к тому, что произошло с ним за эти годы. Зрители, приходившие на выставку, приходили не только для того, чтобы увидеть картины, но и чтобы ощутить эту необычную атмосферу, которую они создавали. Предметы искусства, которые светились в темноте, вызывали у людей удивление и восторг. Каждый новый взгляд на картину открывал новые детали, которые ранее оставались незамеченными. Некоторые зрители описывали свои ощущения как путешествие в космос, где время и пространство теряли свои привычные значения. Вокруг Виктора вновь начали возникать мифы. К некоторым из них добавились новые детали, основанные на предположениях о том, что он мог взаимодействовать с высшими силами или даже получать вдохновение из других измерений. Легенды о художнике, который мог видеть то, что скрыто от обычного человеческого восприятия, стали частью обсуждений, которые происходили как в галереях, так и в кафе. Каждый новый разговор о Викторе оказывался наполнен загадками и интригами. Тем временем Виктор продолжал работать над новыми картинами, и каждое его новое произведение становилось темой для обсуждений. Люди стремились узнать, как он смог создать такое искусство, когда весь мир считал его пропавшим. Каждый новый слух только подогревал интерес, и вскоре Виктор стал не только художником, но и объектом исследования как в мире искусства, так и в научных кругах. Каждый шаг, каждый ответ художника вызывал целую волну эмоций и вопросов. С каждым днем выставка привлекала все больше зрителей, и интерес к Виктору рос. Люди обсуждали не только его работы, но и тайны, которыми они были окружены. Это создавало атмосферу ожидания и загадочности, в которой каждый желал быть частью чего-то большего. И хотя оставалось много вопросов о том, как Виктор смог создать свои новые произведения искусства, одно было очевидно. Его возвращение стало событием, которое перевернуло представление о времени, пространстве и искусстве.